Всем привет, меня зовут Кирилл, и в этом видео вы узнаете про слово basically. Пользуясь случаем, хочу напомнить, у меня есть Instagram и Telegram, Kirells_English, my handle. Спасибо всем, кто поддерживает меня здесь на YouTube, а также на моем платном канале в Instagram. Также хочу напомнить, что если вы хотите найти какое-то видео и пишите мне, что а где ссылка, «Помоги себе сам» называется. Есть удобнейший поиск в интерфейсе YouTube. Заходите на мой канал, открываете вкладку Videos или Shorts. Или если у вас по-русски видео, или как они называются, Shorts, я не знаю. И начинаете вводить по-русски ключевые слова, которые вы пытаетесь найти. Иногда можно по-английски. Если комбинация не удалась, ничего не нашлось, меняйте комбинацию. Поверьте, вам списком все удобно выдаст. У меня на канале очень много видео. Вы же понимаете, я не могу помнить про все, что я рассказывал. И, соответственно, мне, чтобы вставлять все эти ссылки, я занятой человек, у меня время ограничено. Поэтому, если вам очень нужно, опять же, помоги себе сам. Если вы серьезно занимаетесь английским языком, найдите очень легко. У вас это займет буквально 10 секунд. Попробуйте ответить себе на вопрос. Что такое basically? Попробуйте дать определение или простыми словами написать на бумаге. Реально говорю, напишите словами простыми определение слова basically. Предвосхищаю комментарии многих, что это слово паразит, этому учить не надо, бла-бла-бла, и вся похожая ересь, которая мне вылилась в комментариях, когда я рассказывал про слово actually. Итак, слово basically это необходимое важное слово в дискурсе. Discourse markers оно называется. Верный друг и помощник учителей, особенно если вы работаете в начальных классах и отвечаете на вопросы учеников, а что, а где, а зачем, а почему. Словом basically вы начинаете объяснение чего-то сложного простыми словами. То есть это ваше такое резюмированное, краткое, сжатое изложение чего-то сложного. И вы говорите basically. То есть если по-русски мы говорим короче, то в английском языке они говорят basically. И это и короче означает, то есть не вот это выражение, которое мы в школе учили, long story short, to cut a long story short. Такое выражение, конечно, есть, и да-да-да, оно используется, но то, что для русского человека короче, вот в таком разговорном плане, в смысле, да, для англофона это, конечно же, слово basically. So, basically means essentially, in essence. Говоря простыми словами. И кратко. То есть такой, знаете, глубокий двойной смысл. Все примеры, которые сегодня будут в видео, я взял из языкового корпуса, и все они были взяты из известных вам шоу, я имею в виду сериалов, которые TV-шоу и фильмов. На сегодняшних примерах вы увидите, что basically может стоять в начале предложения, может стоять в конце предложения. И также в конце видео мы рассмотрим одно из похожих, но немножко других значений слова basically. И, как говорят на телевидении, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мне хочется начать сегодняшнее видео примером из нашумевшего сериала «Друзья». Basically, it's sad that we should take a break. Вот такой короткий пример. Контекст вам неизвестен. В общем, получили они длинную какую-то писанину, и чтобы ее пересказать кратко, basically, it's sad. It's sad — это то, что по-русски мы говорим, там написано. Нам надо отдохнуть. Давайте возьмем небольшой, сделаем перерыв. Говорится, сделай паузу, скушай Twix. Второй пример также из сериала «Друзья». Basically, we're gonna put on some music and dance until pizza comes. Basically, we're gonna put on some music and dance until pizza comes. Так, в общем, короче говоря, делаем так. Включаем музыку, пляшем и ждем, пока пиццу доставят. Basically, на русский язык можно переводить любыми фразами, любыми наречиями, которые по своему смыслу похожи на смысл слова basically, то есть кратко говоря простым языком. То есть in simple terms, говоря проще и кратко. То есть если вы найдете такое слово, которое объединяет эти смыслы, пожалуйста. Но можно не переводить, кстати, переводить не обязательно. Главное, что вы это понимаете. Но в своей речи старайтесь использовать это слово
Оно помогает собрать мысли в кучу. Если вы смотрели сериал The Big Bang Theory, там Шелдон всегда объясняет какие-то заморочки, вот эти вот научные, да, он всегда в начале своих предложений говорил слово basic. У нас учительница по математике, которая заменяла, говорила всегда, говоря колхозным языком, то есть она нам пыталась так объяснить, то есть это basically, вот для нее в ее контексте это basically, колхозным языком, то есть простым языком. В фильме Iron Man, помните, там был герой Тони Старк, который, собственно, был Iron Man, да, у него был этот костюм, и когда он объяснял вообще, что этот костюм умеет делать и что это такое, он говорил так. Basically, the suit and I are one. Basically, the suit and I are one. Что это значит? Он говорит, что, короче говоря, если все это проще и суммировать, то я и костюм — это одно целое. Следующий пример из фильма Good Will Hunting 97 года прошлого века. So, what I think is that it's like a super philosophy, basically. И здесь, обратите внимание, слово basically переехало в конец предложения. Так тоже делают, это очень частый прием. То есть вы говорите все, что говорите, и в конце даете человеку понять, что это я вам пересказываю. Это не точно, это не научное какое-то обоснование, это простым языком, basically. Это очень важно делать, чтобы человек понимал, что вы не утверждаете что-то, не выдаете это как за последнюю истину, как истину последней инстанции, то есть это ваша интерпретация. Примеры сериала Breaking Bad. So, basically, you're talking about a fly. Там был такой у них эпизод, так и назывался, fly. So, basically, you're talking about a fly. То есть, человек про что-то рассказывает какими-то заумными словами, не говорит, что это fly, что это муха, и человек его перебивает и говорит, в общем, то, про что ты говоришь, если простым, коротким языком, это муха. So, basically, you're talking about a fly. То есть, найдите вокруг себя, у вас в бытовухе постоянно возникают такие ситуации, в начале которых вы можете спокойно сказать слово basically, чтобы это все бац, в кучку собрать и, как говорится, привести к одному общему знаменателю. Окей, это что касается значения слова basically, когда мы хотим простым языком о сложном и, так сказать, коротенечко. Но есть еще немало часто используемое значение слова basically. Это когда вы говорите, что то, что сказал ваш собеседник, это правда отчасти, то есть говоря общими какими-то словами, в целом, да, так в общем, грубо говоря, это правда. То есть не вдаваясь в подробности, не копаясь в деталях. The two approaches are basically very similar. То есть здесь слово basically, то есть два этих подхода, они, говоря в целом, очень похожи. Basically similar. И здесь слово basically важное значение имеет, то есть если мы будем рассматривать эти два подхода, в общем говорить о них без конкретики, туда они похожи, но там есть различия в конкретике. I think we're basically saying the same thing. I think we're basically saying the same thing. Вообще, мне кажется, мы в целом об одних и тех же вещах говорим. Опять же, здесь basically saying the same thing. То есть, если мы берем слово basically, это получится, вы утверждаете, 100% у вас уверенность, гарантия. So we're talking about the same thing. Это совершенно другой feel у этого выражения. Здесь совсем другие details. И здесь другой fabric у этого предложения. Поэтому слово basically добавляет нюанс, что вы с себя ответственность тоже снимаете. Говорите, в целом, да. Вас, человек может спросить, so, am I right, is that that? Вы говорите, например, это вот так, я правильно понял? На лекции вы сидите. В community college вы сидите, своему профессору говорите, профессор, я правильно понял, вы про это говорите? До меня дошло, правильно? И он говорит, basically. Я думаю, вы слышали в сериалах, фильмах краткий ответ, одно слово. Basically. Ну да, в общем, в целом вы правы. Теперь попробуйте это все использовать в речи. Слово довольно-таки простое. Я думаю, вы примеры сами тоже себе найдете, если вы живете в англоговорящей стране. Как говорится, вперед грызть гранит науки. Я желаю всем отличных выходных. Stay warm. Пока.